Всем привет! Сегодня третья часть прохождения сюжетки «This is the police». Вот, к сожалению, все-таки ютубчик забраковал в предыдущем видосике у меня одну композицию, сказал ай-яй-яй, содержит материалы, содержащие авторское право. Это была всего одна композиция из всех, поэтому я как бы с этим делом немножко примирился, и, соответственно, в данный момент она у меня удаляется. Поэтому в предыдущем видосике там будет, так скажем, несколько минут молчания. Ну, сегодня 11 сентября, да, и как бы кто не относился к американцам, сегодня немножко такой траурный день для США. Ну, в принципе, для всех, как бы, ну, что, только народ погибло, кто бы они ни были. Жалко, конечно. Вот, ну ладно, не будем о плохом. Сейчас я тут кое-что еще сделаю. Разочек так вот разочек сделаю. И, собственно, продолжим. Вот. Все, погнали. Сейчас я запомнил название композиции, да, которая вызвала, так скажем, недовольство Ютуба. Ну, ее постараюсь не ставить. Все остальные вроде как воспринимаются нормально. Ну, плюс я посмотрел, там у меня голос был тихо, плохо слышно в предыдущем видосике. Я тут немножко музычку подзажал, чтобы потише было. Тут, может быть, и эта бы композиция в таком с таким уровнем проскочила бы. Ну, да ладно. Продолжаем. Что там, кстати, у меня с голосом-то все нормально, все слышно? Да? Да не очень. Слышно. Ну, все. Ехать на работу. Нет. Рыбкам, я знаю, я это дело изучал, потому что недавно решил завести себе аквариум, пока небольшой, на 25 литров, всего, потренироваться, так скажем, на самых неприхотливых. На гупехах и золотистых сомиках. Вот, так вот рыбкам надо делать раз в неделю разгрузочный день, когда они не кормятся. Ну, так рекомендуют, по крайней мере, вроде как знающие люди. Я человек, вряд ли меня можно назвать знающим в этом деле, потому что до этого аквариум у меня был в детстве, и там я что только с ним не делал. Вот. Поэтому буду им, так сказать, верить на слово. Вот это вот им не понравилась композиция, им, представителям Ютуба, так сказать, или как там, кто у них там проверяет. Электронный надмозг. Лен Барнард. Ну, maybe, как говорится, стоит избегать всех треков этого исполнителя. Еще есть у нас, интересно, Лен Барнард. Вот, Боб Барнард есть. Он вроде как нормальный. Ну, Бетховен. Барт Фриман. Джон Фанкстер какой-то. Какой-то там джаз-бенд. Лен Барнард, Боб Барнард. Ну, тут вроде как ничего они против не имеют этого. Ну и ладно. Ну, начнем, так сказать, сначала. in progress. Три копа изъято 5 августа. Сейчас глянем. Что там у нас? 5 августа, сегодня конец какой? А, вот 2 августа у нас. 2 августа, и у нас смена Асиро. Смена сегодня. Так, что у нас тут с изъятыми? Ну, Асиро вот изъят, да.
И вот раз азиат и два азиат. Смена Б. Вот они как раз будут 5 августа по нечетным числам, а Айсира придется тогда поработать в выходные. Не помню, с какого-то фильма. По-моему, 9 ярдов. Что у нас тут? Эй. Ого, ага. Эй. Ого, hello. А ну скорее ловите нас. Нас что-то припекло. Так, что-то вообще не слышно ни хрена. Так, ну-ка, настройки. Аудио. Так, лучше будет. We've got a situation here. Самодельное же устройство. Решил я не дожидаться в этот раз специалистов. Я тут сам вроде как ИРЛ в некотором роде специалист. Ну, вандал с ним разберется. Пущай поговорит. Пусть ребят повеселятся. Заместитель. Так, барбекю. Так, тут у нас самый хмурый. Ты пойдешь. Мне кажется ли у них вот это вот как бы выражение губ меняется? От улыбок станет всем светлей. Да вот такого вот недовольного. Ну вот как бы вот, если сравнить. Давайте посмотрим. Берч младший и Асиро. Никого отправим в полицейскую академию. Сам иди. Так, тут что у нас? Война. С удовольствием съездить. Васира. 3 пятерочки. Тут что? Прорывается к трибуне. Гаранец. Ну, ща что-нибудь придумаем. А что тут Гаранец? Пусть там всех. Гаранец. Гаранец. Как спокойно день прошел, ни разу спецназ не вызывали. Ну, это фейк, но я уже до этого накололся с тем, что вот вроде как фейк-то фейк, только ни хрена не фейк. Вот так сделаем. Так. Что-то, да, на удивление как-то спокойно. Ни автозак, ни спецназ ни разу не вызывали. Что у нас тут со стрелями сейчас? Ну, да. Вот.
что и требовалось доказать. Так, он Белхер пускай занимается. Я просто более квалифицированных специалистов оставляю для расследования какой-нибудь банды. 410A in progress. Кстати, банды. Ну ладно. Что ж. Да. И Эндерсон. О, что-то новенькая появилась. Уборщик что-то слабо верится. Студент тоже. Врача не был на месте. Интересно, интересно. Ну ладно, пока уборщик туда поставим. Порча имущества, что там открыть расследование. Блин, мне нужен шлем другой расцветки. Здесь должно быть белое пятно сзади. Вроде неплохо сейчас. Лодочка не сильно громко забивает. Ну вот, собственно, и все. Да? Замечательно. И война пока что в нашу пользу. Так, второй запуск будет третий. Да. Да. Нет. Boyd. Is everything okay, Jack? I'm not calling in the middle of a job. No, you're okay. Did you find her? Yes, I found her. Nothing shocking, don't worry. She's living with an insurance agent in the suburbs. He's 31 years old, recently divorced. He has a funny car, you know, like in that movie where that... Did you talk to her? Yeah, we talked. More like I talked and she basically cried. God, she hasn't cried so much since high school. You know, she was dating this boy from a restaurant and... Oh, what was his name? And So, then Laura, she'll be back? Of course she'll be back. She just needs time. Time? You mean once she gets tired of screwing the insurance agent? Jack, you're talking about my daughter. Yeah, I know. I want to... Well, I just want her to come back as soon as possible. Don't worry, I'm with you. We just need a little patience. I know it's asking a lot, Jack, but you really just gotta be patient.
Wait for my call. All right. Again, I'll wait for the call. Yes, understood. I know the situation is asking a lot from you too, Mrs. Markham. Thank you. And please, call me anytime. Jack, Yeah? you okay for money? Excuse me? Well, you know, where the papers were talking about your resignation, they said you and Laura were a little tight, and I thought maybe you'd... Good God. Jack? Jack? Ну, что-то новенькое появилось. Давай, берем все. Давай, Бетховен. Ну-ка, что там у нас? Детективов пока хватает. Слово для офицера обязательно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10 все это. По 10. Офицеров. Так, нам нужен офицер. 210 in progress. Чего это я того-то? Миссис Прайс. Вот, сейчас песня. Черт говори, миссис Прайс, давно пора начать. Ну ладно, не будем ее раньше времени гонять. 1010A in progress. О, тут я что-то такое припоминаю. Давайте таким делом. Так, всех. Как там было Фемиллион? Как это всех? Everyone! 412A in progress. Короче, смысл вы поняли. А что тут у нас? Да, было хотя бы одного снять. Ну ладно.
продавал через мать взрывчатку. 412A. Так, нет, все-таки потише надо сделать, мне кажется. Миссис Прайс, не будете ли вы? Не соблаговолите ли вы? И... театр. Так, а счету тут у нас. Ну вот. Это, конечно, если продать будут хорошие деньги. Я на это пойти не могу. Так, ну эти... Ну, если второй раз будет, то сообщение. Ну, чё, блин, ладно. Так. А эти оба дома. А, ну да. Ну да. Этот должен был быть. Давай-ка их обоих еще на кучу имущества. Так. И всё. Ну, конец. Такой достаточно плотненький был, да? Оба вызова спецназа мы использовали. Два раза идут. Отлично. Так, новички у меня будут по полной шпарить. О, выбрались в Тибет. Молодцы, чё? Так, и вот Асира нужно будет поработать. Вот это давайте возьмем. Бад Митс Боб. Бад встретился с Бобом. Бад Фриман. Ё-моё, как у меня много детективов. 970 in progress. Минуточку. Так.
давайте на Б наймем, и тогда Асира можно будет. А потом перекинем между сменами. И тогда можно будет Асира, наверное, и в выходные и это не трогать. А, это фейк. Ну, точно помню, что фейк. По крайней мере, при предыдущем прохождении это был фейк. Такое подобное и было. Это, по-моему, тоже фейк. Но что-то вот тут на 100% не уверен, а это уже значит, что пора кого-нибудь послать, чего-нибудь сделать. Кого-нибудь куда-нибудь послать. Officer on scene. Looks like we have a situation here. 611 complete. Вот так вот. Ну, вовремя вы, что сказать. Некого, ё-моё. Что я сделаю с этим? 130 feet complete. Так, что там? Накануне вечером я последний уходил из аптеки, все проверил, закрыл дверь, поехал домой. Это было в 9 с мелочью, так как ровно в половину 10 я уже был на остановке, это я точно помню. Утром пришел на работу, первым увидел разбитое окно и вызвал полицию. Всю ночь проторчал возле аптеки, но мало что помню. Один мужик со словами «выпей сегодня за мое здоровье» бросил мне шапку 50 баксов. Оу, круто. И я немного отпраздновал. После этого сразу же побежал в магазин. А дальше, едва что помню, проснулся утром, а здесь копа бродит. Лицо дарителя не запомнил, меня больше полтинник заинтересовал. Помню только, что у него под курткой что-то светлое торчало, типа как халат доктора. Джеймс приехал домой на 2 часа позже обычного, но в этом нет ничего удивительного. Страховая компания отказалась оплачивать необходимое лечение, денег у нас нет, так что он все время старается найти какие-нибудь подработки. Но ничего мне об этом не рассказано. Готов браться даже самую трудную опасную работу. Вчера, например, когда он переодевался, из одежды посыпались какие-то камешки или осколки. Даже боюсь представить, что за адская работа досталась ему в этот раз.
Чертовы бомжи, которые постоянно шиваются в уязвимой аптеке, совсем охренели. Это явно кто-то из них отворился на грабеж. Посмотрите. На этого он на ногах едва держится. Откуда взял деньги на выпивку? За все месяцы ни разу не видел, чтобы ему хоть кто-то... Ему хоть цент кто-то бросил. Украденное лекарство Депразилокапс. Очень дорогое, но кайфа от него не получить. Так что сомневаюсь, что на черном рынке им заинтересуется. Не думаю, что его украли для продажи. Ну вот, собственно, мне тут примерно все понятно. Ресторан «Октопус». Андерсон должна справиться. A in progress. Так, тут, насколько я помню, все будет достаточно серьезно. A complete. Во. Так, тут чего-то не хватает. Блин, это говорит о чем? О том, что надо что-то делать с этими. Эй. Да ну бред, нет, тут не хватает того, чего надо. Во, во! Отлично. Поехали за гражданином, нарушителем общественного спокойствия. Все. Видишь, ребятки поднаторели в расследованиях. А, он и так работает завтра. Ну вот тебе придется завтра поработать. Да, ну такие дела, брат. Тут твой этот земляк приезжает, поэтому... Какой ужас вообще в стране творится, судя... в этом городе творится, судя по заголовкам газет. Так, ну можно отпустить, да. Лычечка. Кому бы лычечку? Перси, что ли, лычку?
Было бы забавно. А вон мол можно выводить. Что-то я не подумал. Ну ок, чё. Начинаем. Отлично. Это очень даже неплохо. Кто это у нас? Григорий Ползун, колеса империи. Так это русская банда, русская мафия байкеров. Русская банда байкеров. Я. Ух ты! 10 тысяч. До этого сколько? Антон Третьяков. Нормально? А материалы сгорели тут. Типа в этот день нам ничего не ожидать, что ли? Почему нету до сих пор? Ладно, допустим. Ну, в прошлый раз без этого обошлось, они тут немножко приподнялись на расследование. Ну, блин, ну. Жалко, конечно, что поделать. Что-то я недопонял. Теперь допонял. Так, двух детективов нам можно, да? Равные составы будут. И по старушке, да. Каждая из смен у нас тоже будет. Они будут всем печь пироги. Ни одна смена не останется голодной. Так, ну что? Сегодня у нас прям оншлаг. Оншлаг. in progress. Ну вот, да, началось. Вот так вот пусть молодежь. Вот особенно эту молодежь. О, расследование началось. Отлично. Так, драгоценности перевозили в фургоне черного цвета. На боку фургона логотип охранного агентства Diamond Protection.
Охранник был один, вооружен пистолетом. Драгоценности перевозили с одним охранником. Они же должны всегда подвое ехать. Как минимум. Байкеров было трое. Вооружены пистолетами, пулеметами. На байках камуфляжной расцветки. Во время ограбления мимо проехал несколько машин водителей. Их машин сообщили, сначала один из байкеров выскочил на встречную, ехал прямо в лобовый фургон. Фургон попытался избежать столкновения, вылетел с дороги и перевернулся. Грабители забрали из него все ценное и собирались уезжать, когда из кабины фургона вылез окровавленный охранник и начал по ним стрелять. Байкеры открыли ответный огонь из всех стволов и уехали. Ну, блин, если, конечно, эти драгоценности были застрахованы, то зря охранник так поступил. Был бы лишний свидетель, а не лишний труп. Прям скажем. Расследование, что там у нас? Кто там у нас еще может помочь? А что, я их обоих на другую смену нанял, что ли? Я что-то не это. Я что-то не вдупляю, граждане. А ну-ка, давайте посмотрим, что у нас там вообще происходит. Я ж, по-моему, одного на А, другого на Б. Или нет? Было бы, конечно, обидно, если нет. Так, давайте кого-нибудь в полицейскую академию. Да. Оценки. Так, Перси. Давай-ка ты это, подучись чутка. Ты у нас самый мрачный. Сира, ты у нас мрачный. И тебе что-то не нравится. Запрашиваем подкрепление. Так, ну что туда, еще утро, а все закончилось уже в плане музыки. Ну, давайте послушаем про поезд. Про паровоз в данном случае, судя по обложке. Ух ты, первый театр. Ну, я двух в запасе оставил. 12 А чё так тихо-то? Well, this train don't carry no gamblers. This train. Как раз двоих хватит. This train don't carry no gamblers. This train. Ну сейчас подождем чуть-чуть, тут должны вернуться задание. Officer on scene. Looks like we have a situation here. Don't carry no gamblers. This train. This train. Неплохо, неплохо. Так, тут на что? Well, I was on my way to the Mississippi when a gal got on the train.
I sat right down beside her and she started to complain. The conductor caught the action. It was Пошли somewhere они еще near будут, St. блин. Joe. Ну, I надо was все-таки, on my way from конечно, Mass to коррупция, Miss, коррупция, но but they берега-то тоже Attention надо in видеть. progress. Well, this train don't carry Копы no извращенцы, а gamblers. им прислать надо. Больше ничего не надо. This train don't carry no gamblers. This train Понятно. don't carry no gamblers. No crap shooters or midnight ramblers. This train don't carry no gamblers. Чуть сегодня денек какой-то прям насыщенный, насыщенный. Мы еще и Перси в люди выведем. When I encountered a gal on the Santa Fe, my trip came to an end. I said, Miss, on a long Что там, train братья? like this, a drive Товарищи is гангстеры, friend. граждане уголовники. Again came the conductor. Again I was cut off. He said, pal, I don't know where you got off, but I can tell you where you get off. Well, this train don't carry no gamblers. This train. Ой-ой-ой, а че это у меня так мало денег стало? This train don't У меня ж там было carry 30 no с чем-то gamblers. тысяч. This train Вот это пердемонокль. Well, in progress. don't carry no gamblers, no crap shooters or midnight ramblers. This train don't carry no gamblers. This train. Ну да, 12 стульев, 4 все, надеюсь. Как-то так что. Ладно, дальше разберемся. Ну, елки-палки. Ну, давайте еще раз. Ну тут, не, ну бред, ну не может быть такого. Что, ребят, ну блин. Хрен его знает, короче. Что там еще надо? 212 complete. Все, завершаем сегодняшний день.
Что я опять ни хрена не понял. Я ж двоих нанимал, куда один делся. А, о, теперь понял. Вот в следующий раз будет. Ладно, иди. Ты меня добрый, так и быть. Так, а чё опять так народу мало? Я чё вообще ни хрена не понимаю. Так, смена. А где у нас Сира? А, он выходной, да? Блин, плохо. Народу мало. Я Returning еще in этого опустил progress. ничего. Надеюсь, сегодня будет не очень жарко. Чего ни квалификации не хватает, или чё, блин? Ну не может быть, чтобы из тех картинок составлялась нормальная последовательность. Муди что-то тут перенаправить. Ладно, пока ждем. A in progress. А, всех. We've got a situation here. Returning complete. Three 11A complete. Вот, ладушки. Так. Лучше вот это можно отправить. Twelve ten in progress. Сделал со старушкой-то. Это фейк. Выбирают подарок. Я в этом, блин, уверен. Все, идите нафиг. Что-то я такое помню, что подарок выбирали. Дорогое бухло там для своего дедушки, по-моему. По-моему, вискарик они там выбирали. Магазин алкоголя какой? Прикосновение Диониса.
911 in progress. Щита у нас тут. Середнячков пошли. Я ну не буду за никого вставать. 1210 completed. О! Это я молодец, это я угадал. I was trying to raise 10-1, Sergeant Hotspot. Давай одного крутого пошлем, два. Стажера. What the fuck? Одного стажера нужно было, двоих нужно было ставить. Черт побери. Вот это я обломался. Успеют, нет? Могут еще успеть. 911 completed. Ну-ка быстро обратно. Бегом, блин. Сирену включили и все на красный. Все ставлю на красный, да? А, черт, не успеют, скорее всего. Плиз, быстрее. А! Черт. Кать. Байки камуфляжной расцветки. Вроде как камуфляжный. Нет, должны быть еще кадры. Здесь должны быть пистолеты-пулеметы как минимум. О, ну наконец-то. Ядрить, мадрить. Так, все нафиг. Так, он тут моет. Тележка. Нет, еще должны быть снимки. Завершаем день. Ну что, все хорошо поработали, всем спокойно отдохнуть. Нет, пришла уж побудь, это, блин, вы с вас останется, блин, прогуливать работу.
есть кем заменить? Два офицера есть. Все молодые. Так, кто у нас? Молодой еще. Или курилка. Подозрение может быть. А вот это что у нас за дамочка? Не, еще нормально. Все, ладно. Все равно не будем там. Стою быстро. И пенсия будет. Живым уйти на пенсию, полицейский. Хорошо. Хорошо. Я так считаю. Welding in progress. In progress. Force welding. Ну и ладушки. Ну и оладушки. Что опять? Легко. Вот, кстати, легко. На это можно. Давайте. In progress. Ну ладно, тут погода. Офицера тогда на смену Б надо. Так, ну это дело нельзя просрать.
Looks like we have a situation here. Да, должны вернуться. 415 in progress. Здесь у нас счет. Ой-ой-ой. Живые транспорт еще. Телефон оружие. Ух ты, елки-палки. Что поделать? Давай. Перди туда отправим, где, так сказать. Для веса. Давайте пятерых чушь. Спецназеров. Вроде пока время есть. Должны успеть вернуться. Давайте пока посмотрим, что здесь у нас. Ага. Ага. Так. Нет, не то. Ну да, здесь явно вот не хватает. Не хватает еще одной фоточки. 415 completion. Нет, не так. Значит, не бомж. Вот так вот, да? Отлично. Ну, ребят, ну чё вы, блин, а? Какая прям затянутая, блин. Какое затянутое расследование. Ужас. Перди, давай. Туда перди. Ай! Не успели. Ну ладно. Ну, через день тогда придется арестовывать.
Хулиганы. Гей не пришел. Гей. Вот это гей, конечно, да. На работу он не пришел. Сука. А давай тебе. Эй, зелененький, иди сюда. Все уволить. Ну, пообождите. А Сира, и ты смотрите. Вроде все остальные это норм. Now that we've met, I'll get sweet ginger green. Red is for danger, so I'm told. I know just what they mean. Gotta be bold, the whole sweet ginger green. She's sweeter than Sue and Georgia Brown. Beats Lulu too. When she's back in town, Так, now she can shimmy like Sister Kate. She's a dancing queen, хотя, по-моему, fit for a king. A swing sweet все ginger green. остальные у меня подходят под возраст работы. То бишь увольнять не надо. Я так. А, ну да, я не знаю, точно. Мне интересно, вот эта тетушка вроде как поможет уже трава смыть, да? Вроде как нет, не старовато. Жизнь, видимо, трудная у нее. 311A in progress. Вандал там явно пригодится. Now she can Oh, shimmy like yeah. Sister Kate. She's just a Да, dancing одного еще queen, надо. fit for a king. A swing sweet ginger green. Двух, одного сюда, одного сюда. А, ну да. Нет, здесь у нас все ровно. Надо бы добавить бы, наверное, еще граждан следователей. Ну, по ихнему, то бишь детективу. Или улучшение спецназа. Вот, мне кажется, это будет норм. Офицеры могут, да? Все, я понял. И все раз вандалом сидит еще раз. Officer, looks like we have a situation here. 311A complete.
Так, пока смотрим, куда ехать. Написано, куда мы, короче. Ну, наверное, в супермаркет все-таки. Floor 11 in progress. Йогинсон. Автомобиль. Давайте. Это так, что-то середина дня композицию закончим. Следующую ставить. Явно надо. Давайте вот это. Хочу вот это. Здесь у нас еще то. Оставшийся. Floor 11. 50 ложная, да? Это считать сложно. Ух! Я-то уж думал. Упустили. 9 Великий разбелки. Верно. Что-то, мол, не вытягивает. Гражданка Белки. Давайте. Вперед.
исследования. Что мы так? Детективы. Да, сюда люди. Видите, а можно бейкер снять как-то? Нельзя, да? Нет, печально. Попробуем чуть позже. I was trying to raise 10-1, Sergeant, top spot. Так, ну вроде я тут неплохую им группу поддержки отправил, должны справиться, по идее. Мгм. Ну да, что-то как-то пока не того идет. Ладно, оставим так. Кража. Чего-то еще не хватает, да? Пока оставим все это на месте. 213 complete. Всё. День завершается. Куницу молнию убили. Убила. Это что-то как-то не позитивно. Граждане прогульщики, поувольняю всех нахер. Как только будет у меня кого на смену вам поставить, поувольняю всех нахер. Понятно? Давайте кошечку поставим.
Центр. Самое смешное при этом, что Милсоп у нас как бы немножко слегка не белого цвета. Дяденька. Я считаю. Поворотная точка. Ну да, я сволочь. Примерно таких обычно играет Аль Пачино в фильме про династические семьи полицейских. Про династии полицейских. Всегда хороший, но что-то черненькое душа всегда имеет. Так, у нас было время, что были складчик и все сказали. Раньше ребенок был всегда спокойный. Так, Коти и Перси. Вперед. Футбольные фанаты своим массовым веком настроением полицейские между порядком на матче с толпой не справляются. Вау. Серьезненько, однако. Надеюсь, никого не постреляют. I was trying to raise 10-1, Sergeant Hot Spot. Looks like we have a situation here. 215 complete. Отлично. Так, ну это должны успеть. Ну вот, судя по тому, как вообще действуют эти панки, мафиози, мать их, недоделанные, ну, с ними связываться, ну просто, блин, себя не уважать. Не получилось мошенничество, они начали поджиги устраивать, ну, блин, это... И потом они, чтобы потом контролировали город, вот эти вот дебилы укуренные, это...
Ну, Перси хотя бы подтянули до уровня начинающего полицейского, скажем так. Ту-ду-ду-дим, ту-ду-ду-дим. Так, есть кто свободный? Никого свободного нет. Ладно. Ну ладно. Так, тебя можно вообще, детектив, тебя можно вообще сместить-то отсюда, нет? А поменять? Блин, как все неудачно. Ай-яй-яй-яй. Черный сюда. Да, вот это уже. Раз. Еще одной фотки не хватает. Ну, началось, блин. А что вам не так-то, граждане? Вот должна быть вот такая же фотка. Где они стоят с этими. С пистолетами, автоматами. Е-мое. Чё такое? Тупые следаки. Все хорошо. Ну ладно. Пусть так. Ой, какая ужасная новость. Какая-то фалка врезалась, скоро никто не вышел. Да, смешно. Смешной заголовочек. Они что там вместе живут, что ли? Ты хоть раз работал, а, гей? Нет, ничего, мы тебя развеселим. In progress. Four 11 in progress. Так, я этих тренирую, а среднячки что-то у меня Four прозевают. 11 in progress. Всё. Хотя под конец первого прохождения не были офицеры с такими цифрами, даже побольше, по-моему, были. 411.
видимо, потому что цены на алкоголь на 60% выросли. 110 in progress. Progress. Чё, я думаю, он справится со своими страхами. I was trying to raise 10-1, Sergeant Hot Spot. In progress. Ну что там, разбирайтесь, берёт шанс. What has been completed? Four thirty. Пить меньше надо, короче. Task complete. Тем более, что, блин, бухло подорожало. Тут денег стоит. Не мои денежки у детей. Папа. Счету у нас все в порядке. Да уж Сэнды бобидяды этих придурков. Судя по уровню их интеллекта, они должны были их давно уже. Progress. 12 Э. progress. Что у нас здесь? Так, вандал. Нет, туда нужно отправить офицера серьезно. Потому что пенсионер это страшно. Особенно когда он барагозящий пенсионер, это вдвойне страшно. Это вандала отправить. Вандал. Дух это. Ах ты, боже мой. Так, 185. А, на лифте, да? Нет? Тоже нет. Опять нет? Значит, надо ждать еще.
Ну что ж, как же ж, так же ж. А если так? О, смог. Хе-хе. Только немножко нелогично как-то получилось. Ну ладно. О. Наконец-то. Смогли. Блин. I was trying to raise 10-1, started to Ёлы-палы. spot. Здравствуй, сестра. Да ёлы-палы. Здравствуй, сестра. Ну вот и ладушки. В мэрии украли унитаз. Отлично. Так, ну когда там станут доступны новые? Как бы взаимоисключающие параграфы, мне кажется. Ну да, поставил. Слушай, ты, гей. Ай-яй-яй. You know when a police chief really feels his power? When he hires and fires people? When he throws folks in jail? When he's bossing everyone around all morning? No, there's no power there. Just bureaucratic red tape. Like directing traffic. Not that it's all bad. No, I feel it the most when people come to me with accusations. Accusations happen outside the law. They don't need to be rational or supported by evidence. They don't petition justice in the careful words of legal formality. No, an accusation is a personal cry.
full of resentment or envy, a defeated moan, or an angry howl. The accuser rarely imagines you'll share their resentment, their envy, their hatred. No, but they do imagine that your love of power is so strong that you'll leap to decide the fates of others, happy just to take someone's word for the facts. Businessmen accuse the gangsters blame our public figures denounce politicians, the politicians point to the businessmen. When it comes to accusation, there's only one rule. Don't aim too high. If you overestimate your own importance, then complaining can cost you your life. So choose the easier path. Exaggerate as far as you can, and try to make your plea sound as sad and pathetic as possible. The accusation I received today sure didn't fit the normal mold. After killing Vikas Varga and routing his supporters, Sand further strengthened his already powerful authority. Even a month ago, anyone coming out against Sand would sound like a lunatic with a death wish. Today, it's the same thing as suicide. But the letter I'm holding in my hands directly connects Henry Sand, lieutenant of the Sand Mafia family, to the reported death of successful banker John Pazzi. Henry has a daughter, Marianne, a dancer, and apparently it all started with her. One day, Marianne danced in the title role of a production of Giselle, and Henry, proud father that he is, brought the whole family to the premiere, along with some of the family's business partners. Among their guests was the young banker John Pazzi. He couldn't keep his eyes off Marianne, but she ended up brushing him off. In response, Pazzi ambushed her one night after rehearsal, pulled her into his limousine, and had his way with the poor girl. After that, gentleman that he was, he drove the girl home and threatened that if she told anyone what happened, her mother would get the same treatment. But her father still managed to shake the truth out of Marianne, and he decided to take his revenge. Of course, Henry knew he couldn't just go with his instincts and put a bullet in Pazzi in broad daylight. The rich bastard was too important for business, and Henry is neck-deep in the family business, overseeing transportations for the Sand Mafia. He knew about every delivery delay, every car, and every shop. It was mostly thanks to Henry that the whole Sand operation rolls so smoothly. Henry has free access to all their off-book cars, and a tar-black motive. Yeah, he could easily arrange the death of John Pazzi as a drunken, late-night hit-and-run. But Henry Sand is smarter than that. If this story about Pazzi is true, he'd more likely go to the boss and ask permission. I'd have figured this letter the ramblings of a retired gangster looking to spice up his life with little excitement. The way the letter started, "My dear little old cupcake," I had every mind to toss it in the trash. But something else got my attention. They're rarely ever signed, but this one ended Robespierre, and I doubt it's an imposter. No one would go against the most powerful group in the city, hoping to hide behind the name of some prankster clown. Like everyone else, I had no idea who Robespierre was or what he wanted. But there was no doubt that this guy was more than a little crazy. An arrogant psychopath. Could be dangerous. Definitely worth looking into. Ну когда уже, эй? 14 августа. In progress. Они, по-моему,
Потом, когда на работу не выходит предложенные предлогом, на них еще и профессионализм снижается. Насколько я понимаю. Что тебе? Расследование надо бы начать. Так, ладно, посмотрим. Колин Маркус живет в роскошном доме с бассейном. Колин Маркус много времени проводит на работе. 412A in Сначала progress. думаю, взять потом на работе. Что там? Подкрепление нужно будет? Officer on scene. Looks like we have a situation here. Окей. Давайте посмотрим. Мистер Паци любил иногда пройтись по ночному городу. В день я забрал его после сношенного ужина, вышел в районе парка с монументом. Не заметил ничего подозрительного, разве что серый грузовик без номеров ехал за нами всю дорогу до стороны парка, но он куда-то свернул. Мистер Паци умер сразу же после удара, его сбил тяжелый автомобиль на большой скорости. На теле остались следы радиаторной решетки, как у джипа или грузовика. На тканях обнаружен осколок лобового стекла, по тело подбросило вверх прямо на капот. На одежде жертвы следы серой краски. Я бегал в парке по ночам, и тогда услышал грохот мотоциклов. Я подумал, что это байкеры гоняют по пустым дорогам, побежал поближе, посмотреть на них, но уже никого не было. Только мужское тело лежало на дороге, так что я вызвал полицию. Обнаружены следы шин мотоциклов, осколки стекла, камера наблюдения. Засняла группу байкеров, позади них можно было заметить серый джип с треснувшим лобовым стеклом. Понятно. Я понял, мистер Пац. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, арестовать подозреваемых, арестовать подозреваемых. Детективы. Мне нужны детективы. Шерл тоже присядет на это дело. В другой смене. In progress. Слушай, я прям мужика этого поддерживаю. Молодец. Молодец, мужик. Сейчас вернется. Ребят. Ну вот на это всякие не очень оставили, видимо. 412A in progress. Здесь что у нас? Так, ладно, вернуться успеют, естественно, не съездят. Ну, вот эти могут что-то съездить. Граждане, ну нету, блин. Ничем не могу помочь. Чуть-чуть бы попозже. Вот видите, сами смогли. Без посторонней помощи. 311A in Так, progress. сюда что у нас? Автозак. Автозак не вернулся. Успеет вернуться, интересно, автозак или не успеет? 4.
без автозака поедете. Как вовремя. Как раз когда всех на заданиях. Понял. Progress. 311A complete. Опять-таки автозак не успеет вернуться. Блин, они заколебали. More testing in progress. Здесь-то что еще? И спецназ больше не осталось. Ой, мужички, как страшно. Все, заканчивается. Officer on scene here. Looks like we have a situation here. Nine testing complete. Допустим, так. Это оружие не было. Машина. Какая все-таки из них? Черная все-таки, да? Что-то я как-то теряюсь прям. Тут все это разное. Хрен поймешь. На самом деле. Пока тоже непонятно. Дождемся. Сейчас, подождите. Чуть-чуть. Вон наши возвращаются. 5, 4, 3, 2, 1. Не успели. Ладно. Чуть-чуть не успели. Ну ладно, это если что, им на поддержку выедут. На поддержание штанов. More testing complete. Ну и ладненько. Если бы все это дело продавал, у меня бы уже сейчас 1100 было, наверное.
Хе-хе. Oh, Jack, you always come back so late. What's wrong? Bad news? Good news, Jack. Laura is ready. Ready how? She's coming back? When? Not that fast, Jack. Laura's ready to talk. But if she's ready to talk, she's getting ready to come back. You just need to find the right words. You can find the right words, right, Jack? I'm not an idiot. I didn't ask for this, Jack. It's the middle of the night, and I'm alone on an old farm, 40 minutes away from anywhere, sat on a creaky porch, and now I'm getting snapped at. I came here so you could personally promise me that you'll be able to find the right words. So let's try again. You can find the right words, right, Jack? I can find the right words, Mrs. Markham. That's good to hear. Tomorrow night at 3 o'clock at the Octopus Restaurant. You know it? Yeah, but it's closed at night. Oh, I've arranged for them to be open. Don't be late. But don't come too early either. Mrs. Markham, Yeah? I should probably offer you some tea or something before you go. Do you have any tea? No. Good night, Jack. Обойдись. Temptation плюс. Точки наберем. Так, ну, во-первых, двое лучше туда поедут. С пацанами. 311A in progress. A complete. 216 in progress. In progress. А сон откуда взялся? Уж вроде не было. Что-то
Некоторые вещи происходят, по-моему, помимо меня вообще. О, похоже, на работе таки съездить. Officer on scene. Looks like we have a situation here. Nine testing complete. 1311 in progress. Что у нас? Понятно. Никак биткоином наманило. Семен Городничев, Городничев. Городничев, не Городецкий, спасибо. Владеет автоматическим Байкеров Wheels of Fire. Всегда ходит в белых кроссовках. Очень рабочий добычу в мастерскую привез Антон Третьяков. Городничев, краденые драгоценности совершенно сейф. Весь сейф расположен за дорожным знаком тупик, что висит на стене. Давайте Щит! Так, потом поддержка-то нужна будет, ну? Так, здесь у нас. Давай Перди. Как съездит. Progress. Что тут у нас? Ой-ой-ой. Туда всех надо. И даже Дюшу Метелкину. Двоих оставлю я на совсем крайний случай. Мало ли чего. 210 complete. Перди смогла. И? 412A in progress. Да, я так и знал. Сначала надо узнать, нужно ли им подкрепление. Officer on scene. Looks like we have a situation here. 215 complete. Отлично.
расследование. Что там у нас с расследованием? Криминальное имущество. Детективы. Так, мол, будет помогать. Викерс будет из той смены. Как-то так. Ой-ой-ой, как-то не так. Ладно, ну, нужно больше. Какие ваши доказательства? Так. Шо опять не так? Чего опять не так? Можно еще вот так вот сделать, так. И это тоже не то. И это не то. А, вот так вот еще может быть. Блин, да шо ж. Да шо ж такое ж? Ладно. Пока отставим это дело. Я, кстати, расследование проходил. Что-то период не помню. Там правильно. Ну вот все. Да, пора это заряжать автозак на 3-й раз в день. According to Mrs. Markham, I was supposed to spend all day thinking up the right words. But to my surprise, I did my best work when I shut my head off. I didn't even want to think why Laura decided we'd meet at 3 o'clock in the morning, and in a restaurant we'd never gone to. I didn't know what to tell her, and something tells me she's no more ready for this meeting than I am. By nightfall, I finally stopped worrying. The right words would come when they were needed. And if they don't come at all, then so be it. Железяка, I've heard кстати. said when you're knocked out by a single blow, you don't have time to feel any pain. Well, that's a lie. It's painful as hell. Every day I spent in that coma, the pain was unbearable. Проиграл. Блин. Интересно, а что будет, если выиграешь?
Yeah, I heard about that already. But what if they decide to spill it to the papers? We need to start thinking now about covering our asses. I know people who can deal with this, but they'll need at least a week. Plus, if we want to... Lieutenant Stat, I'm sorry to interrupt you, but I have Jack Boyd on the line. Who? Jack Boyd, sir. He's calling from the hospital. Gibson, I'll call you back. Don't do anything without my team. Jack, well, wow. I didn't know you were awake. Doctor said you could be in that coma for months, even years. How are you feeling? Tell me who's in control, Martin. I don't think I follow you. For God's sake, Martin, tell me it's you running the department and not some stooge from the mayor's office. Yes, Jack. I am performing the duties of the police chief, but the new man's coming on Saturday, Kevin Paulson. Kevin Paulson? Yes, it's the guy from the... I know who Kevin Paulson is. Now listen carefully, Martin. I'm coming back to work. I'm Freeburg's police chief, and it's gonna stay that way for another 4 months. Now you get on the phone and do whatever needs to be done. You run into any problems, threaten them with the media, court, or blackmail. But I don't think they'll give you any trouble. The mayor knows it's easier to just wait until the winter than deal with a scandal. Oh, and assemble a press conference. Listen, Jack, I know the truth is on your side, but you have to take into account... Martin, how long since you transferred to my department? Coming up on 5 years now. How many times in the last 5 years have you come to my birthday party? How many times have you come to the farm when I had the boys over? Never had the pleasure, but... Never. Because you couldn't care less. And I don't care for you either, Stat. It wasn't me who appointed you deputy, and you wouldn't have been my first choice. But if you do ever come over to my house, you won't miss the big hole in my backyard. Garbage pit. You know, for old rubbish. A smelly hole filled with rotten furniture and other crap. So, Stat, if I even for a moment doubt your devotion, you'll go straight into that pile of trash. Maybe you'll get to catch up with some old friends. You remember Kendrick, don't you? I'll schedule the press conference for tomorrow, all right, Jack? The day after tomorrow. Tomorrow I'm going shopping. Ну, короче, чувак стал делать себе имидж крутого перца. Или, может быть, это просто как говорится, кризис среднего возраста. Но я смотрю, у него возраст далеко уже за средний. Золотистая душка, мне кажется, будет самое то. Это какие-то пидорские, это какие-то кислотные. Роберт Крейн. No, that would be too much. Ну, нахрена ты это покупал? Хорошие же очки. Выбрасывать-то зачем? Оставил бы их в машине. Wow, Jack, what's with the outfit? You planning on... The pit in the backyard, Martin. Always remember about the pit in the backyard. Don't talk to anyone before the press conference starts. I'll try to get you on stage quickly. Kevin Paulson is here. He wanted to... Jack! I hardly recognize you. That's quite an image for a man like you. An old dog with a new trick, right? We should see each other more often.
How long has it been? Last time I saw you, I fired you, Kevin. Ha! You mean the day I resigned in protest over the corruption and lawlessness at your police department, right? Yeah, repeat that shit often enough, someday you might start believing it. You know, Jack, I'm glad that everything turned out so well. Unlike you, I've made good use of the past 7 years. My new construction company keeps getting jobs from the city, and we're doing really well. I have a new house, new hobbies, even a new wife. Maybe you've met her. Shelley Rogers. Oh, Shelley Rogers. So you really are in bed with the mayor. It's a dream come true. All my dreams have come true. Only one thing remains. To bring order to the Freeburg Police Department. You being serious, Kevin? I'm serious as ever, Jack. I'm the most serious man you know. It's not often you see the past and the future Freeburg police chiefs at the same press conference. I hope you have time to talk, Kevin. There's something we need to discuss. Jack, the reporters are waiting for you. My retirement plan somehow just got turned into a circus. Fortunately, I'm pretty good at swallowing swords and jumping through burning hoops. They all seem to like it. Вот начался второй этап его жизни. Последние последние полгода его карьеры. Так, блин. Ну, ребята, нет. Ну, хотя бы вроде все остались. Правда, какой-то Загродзский. И вместо кого он? Не помню. Но вместо кого-то точно. Так, вот тут опять могут быть новые композиции, на которые будет распространяться авторское, мать его, право, поэтому рискнем. А по-моему, я это купил. Предзаказал-то точно. Ладно. Бэкэнд бизнес. Кэрри Бёртон. Ну, давай посмотрим. Так что, если что, возможно, вы останетесь молчанием. Progress.
Так, ну ладно. Я думаю, этот день еще и на сегодня хватит. In progress. Видела щегла в белом пиджаке, он заказал вишневый сок, хотел все стейки, потому что в туалет каким-то бородачом. Подумал, что просто малолетний комик, который сегодня столько развелось. А когда другие посетители нашли в туалете того бородача с нанюханной оружие, сразу понял, что пиджак промышлял. Чем этот пиджак промышлял? У мужчины случился сердечный приступ от приема кокаина. Он потерял сознание, упал и разбил голову. Сейчас мужчина в реанимации, его состояние стабилизировано. В одной из кабинок разбитого металла по лужу крови поступил кокаин. Бомж. Я видел, как пацан в дурацком белом пиджаке выбегал из клуба, будто не черти не с удовольствием выпил тех колес, что он принял. Дженнифер Гроув, посетительница, я подводила глаза перед зеркалом в туалете, когда услышала страшный грохот за стеной, но подумала, что случилось, требовала наркомана, валяющего на полу. Мы, конечно, вызвали скорую, но лучше бы он под дуркой, они все фонарики не спрятали в нашей прекрасной планете. Progress. Да, вот и телефон мне говорит, что разряжается. Ну ладно, этот день заканчиваем, и на сегодня хватит. Ну, я надеюсь, предыдущая композиция не была защищена авторским, мать его, правом. И вы все-таки слышали, что я в это время говорил. Подругу насилуют. Завидно, девочки, видимо. Officer on scene. Looks like we have a situation here. 415 completion. Ну ладно. 410 in progress. in progress. Forecasting complete. Так, уже, положа руку на сердце, очень хочется спать. Что называется. Ну ладно, тут, в принципе, осталось немного уже. We've got a situation here.
412C complete. Отлично. Отлично. 910C in progress. Ух ты, идти. Колотить. А спецназ-то уехал в другую сторону, да? Ну, если два заряда спецназа, почему их нельзя параллельно как бы применять-то, а? Ладно, ребятки. Вы тут поклялись служить и защищать, давайте служите и защищайте. Вот так даже, да? А, ну не сегодня. Викерса убили, суки. Ну и дрить-мадрить, а? Чё я не так опять сделал? Хватит на сегодня мучиться с этими расследованиями. Поэтому расследование закончим чуть позже. I was trying to raise 10-1, Sergeant Hotspot. У всех я направим тогда. Такое дело. Да и день-то уже закончился. Ну ищи то там. 910C complete. Спасибо. Impressive recovery, Mr. Boyd. I'm still not happy about how soon you're back to work. Well, not happy as your doctor. As a resident of Freiburg, I'm immensely grateful for it. Really? Just don't tell anyone, or they'll pull my license. Well, thank you again for coming to see me at night. Oh, well, whatever you need, Mr. Boyd. Any doctor in this town would come running any hour, day or night, you can believe me. You're not suffering from headaches. It says here that you are taking painkillers after a back injury. But the prescribed dose is enough to... Dr. Kraczynski, you trust me? And, sorry? Do you trust me? In what way, Mr. Boyd? You think I'm an honest and reasonable man, Doctor? You're joking, Mr. Boyd. Thanks to you, my wife finally agreed to buy a house here, and we've decided to have children. Thanks to you, I'm not afraid to visit my patients at night. I think you are the most honest and reasonable person in the city, Mr. Boyd. Great. You see, Dr. Kraczynski, I'm an addict. Mr. Boyd,
is... Well, not a drug addict in the way you might imagine. I'm not some weak-willed junkie. Sometimes I stay clean so long that the tablets stay locked in the barn so long they go past the expiration date. But there are less pleasant stories. You know what? Let's... I once took a whole bottle right there in the barn. Passed out in my own vomit. I almost choked. I fought the convulsions, somehow managed to break 4 ribs. For 2 weeks, my chest was so sore I wanted to die. But for those 2 weeks, I kept swallowing pills. Couldn't stop. If you want, I could... I once took a dose right before a party at home. My wife Laura had some old friends over from college. I didn't take that many, maybe 5 or 6 pills, but it felt like I'd taken a few hundred. I passed out while I was carrying a tray of drinks. On the way down, I knocked over a set of Laura's scented candles. The house almost burned down. The repairs took a good chunk from our savings. Mr. Boyd, if you'll allow me, I just... As you can see, Doctor, I'm well aware of the seriousness of the situation and the possible consequences. But sometimes I need the pills. I don't use the word lightly. Sometimes I've got to work on cases with more energy than I've got. I can't do it without them. And I know you want me doing my job. So tomorrow I want you to come here and bring me some tablets. Lots of tablets. 10 bottles. No, better 15. Yeah, 15 bottles. The next 3 months are going to be extremely difficult, Doc. I would like to discuss your... You'll bring the pills, Doctor? Yes, Mr. Boyd. Yes. Very good. Look, I don't want to trouble you any further. I bet your family doesn't like you running away with me at night. I'd bet they'd rather I was still in that coma. Так, ну все, собственно. Я тут... Еще одну композицию. Нет, сейчас композицию ставить не буду. Потому что мало ли она защищена авторским, мать его, правом. Вот. Закончу на этом. Спасибо всем, кто меня смотрел. Судя по тому, что какие циферки я вижу себе на экране, спасибо всем, кто, если кто-то будет меня смотреть. Вот. Ну что, всем пока. На сегодня хватит. У меня уже 1 час ночи идет, завтра на работу. Поэтому, сори. Ну, все, на этом все. Всем спасибо, все свободны. Warm rain beats down in waves on pavement. The wind sings its prose while I'm waiting for the cold to reach my boat. And
just a shadow, barely inside. Why didn't I know then that no good be born of loving you? And still no good's been born of loving you. I was crooked, I was mean, all for you. But now it seems all for nothing. I've got nothing but cold in my bones. And you disappeared in the night, just as you came. Why didn't I know back on that day then that no good be born of loving you? And still no good